Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу вам подарить ритуал, который поможет вам защитить своих питомцев. Я уже дарила несколько ритуалов для ваших питомцев. Это защита своих питомцев, домашних любимцев, просьба через любимца, если помните ритуал. Я рассказывала о том, что Кернун или Керн или Церн веганское название бога природы, покровителя зверей, птиц, рогатого бога. Иногда его изображают с рогами оленя, иногда изображают с рогами козла. Вот более древнее изображение. Это вот старая очень такая работа, которую мне нашла Яна на аукционе. Собственно говоря, купила и отправила. Бог Керн, Цернун, Ацха. Ацха более древнее название. А Ацха вообще это закавказское название. И на Кавказе можно увидеть изображение рогатого бога в лесах. Может быть, уже в старом таком виде, полуразрушенном остались эти памятники древности. Но есть покровитель животных, зверей, птиц, пресмыкающихся и так далее. Всего живого. Название Ацха тоже древнее. Пришло это название, это имя в Закавказье и Кавказ из древней Месопотамии. Ацха буквально охотник или тот, который преследует. Почему такое название? Потому что считалось, что Бог, который покровительствует всему живому, да, может преследовать того, кто обижает все живое. Человек всегда был жесток, есть и боюсь, что останется. Человек поменял машину, то есть лошадь на машину, но в душе остался тем же алчным, тем же жестоким. Человек во всем видит средства для зарабатывания денег. Огромные поля мака, которые были предназначены для того, чтобы создать опиат, лекарство, помогающее пережить боль, лекарство, помогающее облегчить боль и страдания в древние времена, человек превратил в наркотическое средство и загубил миллионы жизней и продолжает губить до сих пор. Человек зарабатывает деньги на войне, человек зарабатывает деньги криминальным путем, человек, не жалея, крадет питомца, перепродает. В Китае вообще обнаглевшие заходят в дом, забирают собак домашних. Есть спрос, будет предложение. Люди, которые идут жрать в ресторан, да, заказывают блюдо с собакой. Когда вот это Собчак, вот эта вот лошадиная рожа, тоже рассказывал, что она хотела попробовать вот национальные блюда. Мне тоже стало омерзительно. Вот такие, как она, например, ей подобные существа, жирущие в ресторане тоже собачье мясо, зная, что это питомцы, которых забрали из дома, убили жестоко и просто как бы превратили в еду. Они едят, зная, что это чьи-то страдания, чьи-то слезы, чей-то ребенок почти, понимаете? Собака, которая бегала, радовалась, игралась, в какой-то момент кидается в тесный фургон с такими же несчастными, как она сама, увозится на рынок собачьего мяса. Она понимает, что ее забьют,
Она понимает, что больше не увидит свой дом, свои игрушки, свою теплую будку. Это практически ребенок, которого забирают у родителей, убивают и расчленяют и едят, понимаете? Но пока есть те, которые заказывают эти блюда, будут те, которые это предоставят. Я к чему веду? Я веду к тому, что в этом жестоком, бесчеловечном мире нам нужна защита тех сил, которые покровительствуют нам, нашим близким. Я давала вам очень много различных защит. А сейчас я хочу подарить тем, у которых есть питомцы, их много, защиту, которую они могут провести время от времени и тем самым обезопасить своих животных от кражи, от болезней, от капканов, от аварий, от живодерства, от недобрых людей, от людей, которые зарабатывают на чужом горе себе деньги и прочее, прочее. Можно ли держать, извиняюсь, дома, это что ж такое, изображение или, значит, статуэтку бога Кернуна? Можно, но тем людям, которые занимаются разведением животных или помогают животным, у которых есть свои, скажем так, как бы питомники, да, и так далее. Люди, которые нуждаются. Я все-таки, наверное, окурю потом. Извиняюсь, не могу открыть, это долгий вопрос. Люди, которым нужна защита, питомцам нужна защита, чтобы эти люди постоянно не тратили свои средства, свое время, чтобы эти животные не пропадали, не попадали в капкан, не попадали в какие-то истории, чтобы они были живы, здоровы и доживали свой век как бы в спокойствии. Тем более, что они настрадались, и тем более, если это питомники, если туда собирают животных, да, с трудной судьбой. Чтобы поменьше было с ними проблем, одним словом. Вот таким людям можно дома держать статую бога Кернуна. Кернун любит красное вино. Кстати, вот этот алтарь, который вы подготовите для него, да, можно с его изображением или без. Пусть он будет наполнен разных цветов. Почему я зажгла разного цвета, разноцветные свечи? Потому что природа, она разноцветная, разнообразная. Можно положить на алтарь и травы различные, окуривать различными травами, пшеницу положить рядом с ним. Можно душистые травы, цветы. Он бог природы, поэтому он это все любит. Можно ветки свежие приносить, ставить в воду, да, такие пахучие, через некоторое время менять и так далее. На его алтаре должны быть все краски природы. Здесь пускай ваша фантазия сама разыграется, и по вашему желанию вы можете как бы оформить этот алтарь. Окуривая травы перед ним, один раз прочитать. Желательно раз в неделю обновлять эту защиту, а потом уже можете раз в месяц. То есть, когда у вас эти все бедствия, трудности с ними прекратятся, время от времени обновляйте эту защиту, чтобы он все время был начеку, чтобы он все время защищал ваших питомцев от всяких происшествий. К богу Ацха обращаются еще и за деньгами, за помощью, ведь он помогает, он дает еще изобильные, одно время урожайный был бог, а потом он как бы давал изобильное потомство домашним питомцам. И к нему обращаются для защиты своих питомцев, и домашнего скота, и тех животных, которые предназначены, естественно, не для еды, а для защиты или как друзья, и прочее, прочее. Итак, читать достаточно один раз. Некоторое время оставьте, пускай свечи горят, потом потушите. Свечи, которые предназначены для него, в других ритуалах не используйте.
Травы, которые окуриваете ему, если даже не до конца были окурены эти травы, в других ритуалах не используйте. Он очень ревнивый бог. Это очень древняя сила. Он древнее, чем многих других, скажем, сущностей, о которых мы с вами уже говорили и с которыми мы с вами уже работали. Да, я уже объясняла, как к ним обращаться. Он намного древнее их всех. Поэтому это очень древняя сила, очень мощная сила, и к этой силе нужно особое внимание. Уже объяснила и сказала, каким людям можно держать дома кернуна. Иду я по тропе лесной, дойду я до черной скалы, на скале трон, Бога грозного, справедливого, защитника зверей, птиц и всякого творения. О великий Ацха, я сегодня пришла и пред троном Твоим преклоняю колено. Не человеческим, а звериным голосом я вою, стенаю, шепчу и рычу. Я у Тебя, о великий Ацха, языком зверей защиты прошу. Нет у них языка, слез их никто не видит, боль их никто не врачует. Они только Тебе могут стоны свои направить. Из клеток тесных, из капканов смертоносных, из мучений адских. Их вой и стенания только Ты услышишь и поспешишь на помощь. О Ацха, прошу, защити тех, кто мне доверен Тобою. Открой перед ними закрытые пути, отведи от них мучителя, спаси от звериных клыков, освободи от капкана, вызволи от оков. С этой минуты перед лицом Бога зверей и птиц я заговариваю с Его благословения своих питомцев от огня, от воды, от живодера, от звериных клыков, от капканов и оков, от пропажи, от кражи, от смерти ранней, от болезней и бед. Да живут они свой век в покое и в счастье, хранимые мной и Богом Ацхой. Да будет так, как я прошу и заклинаю. Аминь, аминь, аминь и 1000 раз аминь. Да будет так. Истинно. И вот так, обновляя через раз эту защиту, вы заметите, что ваши питомцы перестанут болеть, перестанут куда-то пропадать. Проблемы, связанные с ними, будут сходиться на нет, и в конце концов они будут под защитой, здоровее, спокойнее, и ваша жизнь станет спокойнее. Всем удачи, всех благ и вашим любимцам в том числе.